Вышла очередная, уже 14-я по счету именная модель Леброна Джеймса, и по заверению дизайнеров они вдохновлялись его скоростью и динамичностью, захотели создать более легкие кроссовки для скоростной игры с таким уровнем фиксации, защиты и амортизации, который требуется Леброну. Они добавили новый ремешок в средней части, ультралегкую сетку и амортизирующие вставки Nike Zoom Air вдвое толще, чем у позапрошлой модели, но на самом деле все выглядело немного по-другому. Что я хочу? Я хочу сапожок, как у Дюранта. Серьезно, я хочу. Мне нужен ремешок, чтоб как у солдат. Я хочу. На самом деле мне даже больше нравятся солджеры. Ладно, отбросим кривляние и посмотрим, что же в этом году нам предложит Nike во главе со своим самым именитым спортсменом. Поехали! Ценник модели по сравнению с предыдущей упал на целых 25 баксов и составляет $175. Российский прайс же находится у отметки 13 тысяч рублей. Дороговато, конечно, но Adidas, к примеру, за такие же деньги у нас в стране 140-долларовые кроссовки без зазрения совести толкает. Они что, берут по 270 бакенских сейчас? Что творится вообще, йоу? Строение подошвы носит все те же черты, что и 13-я модель, но все же больше похоже на 12-ю, с той лишь разницей, что гексагональные сектора стали разделены большими участками без протектора. Рисунок подошвы похож на кластеры пикселей в графическом режиме дефрагментации. Несмотря на ставший меньше размер областей соприкосновения с паркетом и в целом минимализм рисунка, 14-й Леброн обладает на удивление хорошим сцеплением, и даже в пыльном зале сцепление оставалось на вменяемом уровне. Обычно кроссовки с Icy Sole подошвой довольно паршиво себя ведут на пыльных паркетах. В целом тракция как раз такая, которая нужна для игроков с быстрым первым шагом, не склонных к низкому со множеством смен направлений дриблингу. Но минусы все же есть. Прозрачная подошва, как это заведено, со временем основательно мутнеет. И да, они не подойдут для улицы. Постепенно мы подошли к, пожалуй, самому сильному моменту модели. Это ее система амортизации. Она представлена 4 независимыми друг от друга подами с зумом. Поды в передней части стопы по традиции имеют гексагональную форму и толщину аж 14 мм. Под в пятке вообще просто огромен. Эта система амортизации, на мой взгляд, лучшая из того, что сейчас есть у Nike. Если сравнить с бустом от Adidas, то амортизация, пожалуй, даже лучше, чем в Харденах или Роузах. Она более упругая, не такая мягкая, чем в Crazy Explosive, но с гашением ударных нагрузок справляется ничуть не хуже, чем лучшие кроссовки в этом плане на данный момент. Разделение зума на участки в передней части стопы является более практичным, чем регулярно лопающаяся полноразмерная подушка, к примеру, у линейки KD. К тому же желобки дают подошве дополнительную гибкость и мобильность, чего не всегда хватало в предыдущих моделях. Конечно, из-за толщины подошвы снижено чувство корта, но, повторюсь, модель для крупных парней, которым это не критично. Как кроссовки для данков за наличие так называемого возврата энергии, мне, например, они очень понравились. Как вы думаете, какие материалы должны использоваться в именной модели самого именитого баскетболиста современности с ценником 175 баксов? Конечно, стандартный сетчатый мэш и нейлоновая подложка. Ну, тот самый, который еще в 10-х солджерах идет. На кроссовках совсем другого ценового сегмента. Да что уж там, в Nike Audacity используется что-то подобное. А это уже вообще бюджетный дивизион. Да, сам по себе он неплох, достаточно прочный, при этом мягкий, из-за сепарации отлично дышащий. Не такой должен быть набор материалов у премиум кроссовок. Каким он должен быть, смотрим на 31-е Джорданы. Да что уж там, взглянем на ту же линейку KD, выполненную из Flyknit. Повторюсь, внешнее покрытие неплохое, оно просто не соответствует статусу, который сами производители приписывают обуви. Минимализм во всей красе. На что следует сразу обратить внимание, 14-й Леброн — это самая настоящая низкая модель, выполненная, как и последний KD, в виде монолитного сапожка. Никакой поддержки голеностопа здесь нет. Особенно меня повеселил выпуск Nike низкой модели. Маркетинг, что тут сделаешь? Идем дальше. На что сразу обращаешь внимание, это ремешок. Последний раз подобный элемент был использован в 5-й модели. И отмечу, что он хорошо фиксирует среднюю часть стопы и в какой-то степени исправляет один очень нехороший косяк кроссовок, о котором чуть дальше. За поддержку пятки как бы должен отвечать скрытый стакан и набивка внутри кроссовка и ответная часть ремешка, выполненная из ТПУ. В отличие от 13-й модели, здесь нет пластиковой вставки в стопе. Но в целом сильно середину стопы в кроссовках не крутит. Учитывая то, что в 14-х впервые отсутствуют привычные аутриггеры, из-за мягкости внешнего покрытия присутствует небольшое заваливание ноги при резких боковых движениях. Стабильность и устойчивость в угоду мобильности и эластичности далеко не самые сильные стороны модели. Все на уровне KD9, что в принципе вполне средний. Шнуровка, выполненная через петли Flyware, не справляется со своей задачей совершенно.
особенно ее верхний ряд. Ведь просто сделай петли, как в LeBron 13 Low, все было бы просто идеально. В кроссовках остается определенное количество свободного пространства, и самое страшное, ни о какой вариации и плотной фиксации пятки не идет и речи. Добавлю, что в чуть меньшей степени, но этим грешили KD 9 и Hyper-F 2016. С чем это связано? С особенностью строения ног у Леброна, который может играть заправленным в кроссовке брелком, или возможно у меня слишком узкая стопа, с тем, что все про-игроки тейпируют голеностоп перед игрой, или дизайнеры так пытались уйти от плотной посадки в предыдущей модели, на которой было очень много жалоб. Не знаю. Момент не сильно критичный, но он есть. При напрыжке и резких боковых остановках люфт в пятке все-таки немного раздражает. Как я уже сказал, в модели кроме системы амортизации не используются премиум материалов и технологий. Значит ли это, что они некомфортные? Совсем нет, кроссовки достаточно мягкие, легкие, с хорошей вентиляцией, не требуют времени на разбивку. И в целом они очень комфортны, уж точно гораздо комфортнее 13 модели. Только что толку, к примеру, от хорошей вентиляции, если мне пришлось играть в двух плотных носках, чтобы убрать свободное место в пятке? Да, конечно, кто-то скажет, что нужно брать на полразмера меньше, но этот вариант может не подходить для людей с широкой стопой. Да и лично мне упирающийся большой палец далеко не добавил бы баллов в комфорт. Проблему свободного пространства немного решил разве что только саппорт на голеностоп, который я в принципе не одеваю никогда. В итоге 14-ю модель, пожалуй, можно сравнить с финальной серией Кливленда в этом году. Сильная по именам команда, выход в финал НБА, супер статистика Леброна. Но что толку от выигранного, пусть и заявным преимуществом только одного матча? Вот так у этих кроссовок. Есть все, что нужно, только финальный результат все равно не тот. Да и не будем к тому же забывать, что играл Леброн за исключением первой игры, при всем при этом почему-то в 11-х солдатах. Да, у них есть несомненные плюсы в виде идеальной амортизации, гибкой подошвы. Но что от этого толку, если у них невнятная посадка? И ладно бы ценник был 1008, можно и в двух носках поиграть, но вся эта прелесть за 13 тысяч рублей. Nike, вы там походу серьезно подзабили на создание нормальных кроссовок. Все последние премиум модели, несмотря на ряд плюсов, имеют по одному огромному косяку в конструкции и функциональности. Тут тебе и лопающаяся подушка у KD, 31-е Джорданы вообще подходят только для канадского клена от пидоренного до зеркального блеска. И вот теперь Леброны, которые во многом гораздо более практичная версия KD, но с дешевыми материалами и невнятной фиксацией. Да, конечно, сейчас через пару месяцев выйдет Elite-версия, а там не за горами 15-я, новые продажи, новые затирания про новейшие технологии, небывалый прогресс и всякое такое. Но лично у меня скептицизм к Nike с каждым годом растет все больше и больше. Могу ли я порекомендовать эти кроссовки для игры в баскетбол? Именно рекомендовать нет. Единственное, что могу сказать, что их можно рассмотреть, если понравились дюранты с их лопнувшим баллоном. Здесь этого не будет, но вам строго обязательно нужно их мерить. Возможно, они люфтят именно на моей не самой широкой стопе, и для кого-то они окажутся хорошим выбором. И это не будет недостатком вовсе. На сегодня все. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, а также пишите в комментариях ваше мнение об этой модели. Успехов на площадке и за ее пределами. Somebody pick him up.